Глава 1771. Буддийский монах Цзиньюэ. В таком случае семена, которые у меня есть, могут не соответствовать твоим запросам, вздохнула демоническая женщина, и возбуждение в ее глазах исчезло. Не нужно унывать, госпожа. На этот раз я здесь не только для того, чтобы обменять на семена растений. Если ты соберешь для меня кое-какие материалы, я все равно буду готов обменять на них тысячелетние духовные растения, с улыбкой сказал Ханли. Материалы. Верно. У меня есть список. Пожалуйста, попытайся найти как можно больше предметов из списка на своей территории демонов, сказал Хан Ли, взмахнув рукавом, передал ей белую нефритовую пластинку. Изнутри черной ци вышла бледная рука и поймала нефритовую пластинку. Мельком взглянув на пластинку, она сразу же воскликнула: многие из этих материалов являются духовными костями и внутренними ядрами нас, демонических существ. Тебе явно не занимать смелости, раз ты просишь о таких вещах, господин даосист. Ты хочешь изготовить из них сокровища. Я действительно планирую изготовить несколько сокровищ. Что касается духовных костей и внутренних ядер, разве демонические существа, такие как ты, не добывают их сами? Возразил Ханли. Это может быть правдой, но даже если нам придется использовать кости духа и внутренние ядра для изготовления чего-то, мы обязательно используем материалы других рас и никогда не включаем представителей нашей собственной расы. Напротив, такие запросы от людей, как ты, считаются табу в нашей расе демонов, холодно хмыкнула женщина. Раз ты спросила меня об этом, не похоже, что ты слишком заботишься об этом. В противном случае ты бы не стала рассказывать мне все это, беспечно усмехнулся Ханли. Услышав это, женщина, немного помедлив, ответила: для меня не имеет значения, пока ты не запрашиваешь материалы, полученные от существ нашей расы. Однако даже на нашей территории демонов предметы, которые ты перечислил в твоей нефритовой табличке, очень редкие. Поэтому я смогу собрать только большинство предметов из списка, и все они будут довольно дорогими. Ничего страшного, если предметы мне понравятся, я определенно предложу тебе в качестве компенсации удовлетворительные снадобья для бесчисленных лет жизни, восторженно ответил Ханли. Хорошо, это все, что мне нужно было услышать. Однако мне будет не очень удобно брать эти предметы в город высшего неба на обмен с тобой. Если ты действительно заинтересован, то давайте обменяемся на конвенции 1000 сокровищ, что будет через несколько лет. Это крупное мероприятие по обмену, которое наша раса людей и демонов проводит раз в 1000 лет, и место его проведения уже определено. Оно будет проходить на горе 9 бессмертных между регионом Сюань-У и территорией Небесных Лис, сказала женщина. Конвенция 1000 сокровищ. Я слышал об этом. В таком случае, похоже, мне придется прийти туда через несколько лет. Ханли на мгновение задумался над этим предложением и вскоре кивнул в ответ. Хорошо, тогда решено. Я принесу семена духовных растений, которые у меня есть, там и решишь, нужны они тебе или нет. Тогда давай обменяемся предметами, которые сможем использовать, чтобы идентифицировать друг друга, чтобы не тратить время на поиски друг друга во время конвенции. Женщина улыбнулась, и в ее нежном и приятном голосе прозвучала нотка соблазна. Ханли согласился на этом. Через некоторое время Ханли вышел из холла с легкой улыбкой на лице. Эта поездка на рынок принесла ему много неожиданных наград. Материалы в списке нефритовой пластинки, которые Ханли дал той женщине, были не только для изготовления таблеток и инструментов, многие из них требовались для изготовления лазурной горы высшего зенита. Облагораживание этой горы должно было быть намного более хлопотным, чем обработка горы экстремальной эссенции. Мало того, что для этого требовалось гораздо больше материалов, многие из этих материалов были чрезвычайно редкими и их трудно найти в мире духов. К счастью, в технике изготовления было много материалов-заменителей, и многие из этих материалов были духовными костями и ядрами демонов. Естественно, что на человеческой территории было не так много материалов подобного рода, поэтому он даже не удосужился передать этот список 4 культиваторам. Однако, столкнувшись с этой демонической женщиной в холле, он, естественно, решил дать ей этот список. Раса демонов была не такой уж и могущественной, но она включала в себя бесчисленное количество видов различных зверей и существовала в мире духов столько лет, что у них был огромный запас материалов, таких как духовные кости и внутренние ядра. Если бы эта женщина могла найти для него большую часть этих материалов, она оказала бы ему огромную услугу. Если бы ему повезло, возможно, он смог бы найти еще больше этих материалов во время конвенции 1000 сокровищ. Остальные материалы ему просто нужно будет медленно и кропотливо искать. Помня об этом, Ханли вернулся в первый магазин, который он посетил. Владелец магазина уже приготовил браслет для хранения и почтительно ждал его возвращения. Ханли взял браслет для хранения и кратко изучил его содержимое, отчего его брови слегка нахмурились. Как он и ожидал, в браслете для хранения оказалось не так много материалов. Казалось, что ему придется в значительной степени полагаться на 4 культиваторов, чтобы собрать остальные необходимые предметы.
Выдав духовные камни для материалов, Хань Ли покинул магазин и больше никуда не пошел. Вместо этого он поднялся в воздух полосой лазурного света и направился прямо к павильону собрания бессмертных, предназначенным для высокоранговых культиваторов города высшего неба. Несмотря на то, что это называлось павильоном, павильон собрания бессмертных на самом деле представлял собой группу из дюжины или около того павильонов. Каждый павильон был высотой в 13 этажей, и все они были чрезвычайно замысловаты. Каждый из них был разделен более чем 10 тысяч футов, и вокруг него были установлены формации и ограничения, которые изолировали их друг от друга. Мало того, что в этом месте было очень дорого жить, у человека даже не было права жить здесь, если он не был на стадии пространственного закаливания или выше. Конечно, этот павильон собрания бессмертных в основном предоставлял жилье культиваторам пространственного закаливания. Реже здесь жили культиваторы стадии интеграции тела, и, возможно, только один или два из них появлялись каждые несколько сотен лет. Таким образом, Хань Ли не пытался скрыть свою ауру стадии интеграции тела и напрямую открыл ее владельцу павильона собрания бессмертных. Владелец стадии божественной трансформации, естественно, сильно испугался и сразу же выбрал павильон в лучшем месте для Хань Ли, а также отправил в свой павильон самых красивых слуг. В любом случае, Хань Ли не планировал оставаться здесь надолго, поэтому он принял эти меры. Попросив слуг убрать комнату, он поднялся на верхний этаж и начал медитировать. На следующее утро Хань Ли, медитируя на футоне, внезапно открыл глаза и пробормотал про себя. Похоже, что кое-кто все же решил прийти. Однако эта аура немного незнакома, и это культиватор средней стадии интеграции тела, так что похоже, что это не старший Ци, что навещал меня в прошлом. Это было для него довольно неожиданным, и через несколько мгновений снизу послышались мягкие шаги, а затем снизу донесся нервный голос одного из слуг. «Уважаемый старший буддийский монах Цзинь Юэ из нашего города прибыл навестить вас». Сердце Хань Ли слегка задрожало, когда он услышал это имя, и он ответил: «Хорошо, сейчас спущусь». Он не был хорошо знаком с другими старейшинами города высшего неба, но этот буддийский монах Цзинь Юэ был одним из двух вознесенных культиваторов стадии интеграции тела в городе высшего неба, и Хань Ли много слышал о нем. Однако стоит сказать, что этот старейшина постоянно находился в уединении в секретной части города, и почти никому не удавалось увидеть его, кроме членов Совета старейшин. Неудивительно, что слуги павильона так нервничали, когда в гости внезапно зашла такая важная фигура. Тем не менее, он ожидал этого визита, поскольку он раскрыл свою базу культивации двум темным лазурным стражам, поэтому, даже если бы этот буддийский монах Цзинь Юэ не пришел навестить его, скорее всего, пришел бы другой старейшина города высшего неба. Таким образом, Хань Ли сделал печать заклинания руками, и вокруг него вспыхнул духовный свет, после чего его тело внезапно стало расплывчатым и нечетким. В холле на первом этаже павильона находился монах в золотом халате и рассматривал произведение античного искусства, висящее на стене. Рядом с ним было несколько прекрасных слуг с чрезвычайно возбужденным выражением лица, и внезапно монах резко повернул к пустому углу зала. В следующее мгновение в этом углу вспыхнул лазурный свет, и появилась человекоподобная фигура. Это был никто иной, как Хань Ли. «Надеюсь, вы не возражаете против моего визита без приглашения, господин Даосист Хань», — сказал монах, приветствуя Хань Ли. «Вовсе нет. Я много слышал о вас, уважаемый буддийский монах». Хань Ли поспешно сложил кулак в ответ на приветствие и тут же сосредоточил свой взгляд на монахе перед ним. Это был пожилой монах с белой бородой полфута в длину. Его лицо походило на груду морщин, а глаза были не более чем узкими щелями, как будто он был настолько стар, что даже глаза не мог нормально открыть. «Хе-хе, я узнал о вас из письма, которое старейшина Ци послал мне не так давно. Я слышал, что вы перешли от стадии божественной трансформации к стадии интеграции тела всего за несколько сотен лет, и вы также вознесенный культиватор. Кроме того, вы также были темным лазурным стражем, это все правда». Буддийский монах Цзинь Юэ улыбнулся и сразу перешел к делу. Хань Ли, немного помедлив, ответил: «Вы, конечно же, простой человек, господин Даосист Цзинь Юэ». В самом деле, все правильно. За последние несколько столетий я столкнулся с множеством чрезвычайно удачных возможностей. В противном случае я бы ни за что не смог совершить прорыв до моей нынешней базы культивации. Хе-хе, все те, кто достигли нашего уровня, столкнулись с изрядной долей чудесных возможностей. Однако, даже если ваш темп прогресса не является чем-то неслыханным, в истории определенно очень мало людей, которые достигли того, что есть у вас, доброжелательно сказал монах. Хань Ли, естественно, ответил скромно: «Я слышал от старейшины Ци, что вы не собираетесь присоединяться к нашему городу высшего неба. Очень жаль, если бы вы согласились, тогда я не был бы единственным вознесенным культиватором, оставшимся в Совете старейшин», разочарованно сказал монах. «Единственный оставшийся вознесенный культиватор. Если я правильно помню, разве даосский мастер Лэй Ло тоже не входит в Совет старейшин?» Неужели? Здесь голос Хань Ли затих.
Господин Даосист Лэй Ло погиб, когда чужеземные расы напали на наш город. Монах вздохнул, и на его лице появилась кривая улыбка. Это очень прискорбно. Я знал, что двое старейшин скончались, но я не думал, что господин Даосист Лэй Ло был одним из них, удивленно ответил Хань Ли. Монах произнес несколько торжественных буддийских мантр и продолжил. «Даже если вы уже отклонили приглашение старшего Ци, как вознесенный культиватор, я все же хотел бы еще раз пригласить вас присоединиться к совету старейшин нашего города. Я уверен, что вы знаете, что мы, вознесенные культиваторы, отличаемся от местных культиваторов, и подавляющее большинство вознесенных культиваторов собрались именно в городе высшего неба». Глава 1772. Семья Сюй. Если бы вы и я были в группе старейшин, уверен, что мы смогли бы радикально улучшить условия для многих вознесенных культиваторов, торжественно сказал буддийский монах Цзинь Юэ. Услышав это, на лице Хань Ли появилось торжественное выражение, но после короткого колебания он все еще покачал головой в ответ. Как вознесенный культиватор, я, естественно, осознаю обстоятельства, окружающие нас, вознесенных культиваторов. Однако это не то, что вы и я можем изменить сами. Даже если бы я присоединился к совету старейшин, этого бы не имеет большого значения, и я буду вовлечен в нежелательные конфликты. С тех пор, как я встал на свой путь культивации, я полон решимости идти этим путем к точке бессмертия. Даже несмотря на то, что я достиг стадии интеграции тела, я все еще далек от того, чтобы подняться в мир истинных бессмертных, поэтому я не могу отвлечь свое внимание на другие дела. Буддийский монах Цзинь Юэ понял, что Хань Ли принял решение, и сказал, слегка вздохнув: «Я искренне трепещу и восхищаюсь вашими амбициями, господин даосист. В таком случае я не буду пытаться убедить вас в дальнейшем. У вас есть какие-то важные дела, которыми вам нужно заняться здесь, в городе высшего неба. Возможно, я смогу оказать вам свою помощь в некоторых вопросах. Спасибо за ваше любезное предложение, но я здесь только для выполнения некоторых черных задач, таких как покупка некоторых материалов», — вежливо ответил Хань Ли. «Хе-хе, я понимаю. Если вам действительно понадобится какая-либо помощь, вы можете просто прийти и найти меня. Уверен, что смогу помочь вам с большинством вещей здесь, в городе высшего неба», — сказал буддийский монах Цзинь Юэ. Хань Ли, естественно, выразил свою благодарность, услышав это. После этого Хань Ли и этот буддийский монах Цзинь Юэ обменялись опытом культивации, что делали почти все культиваторы стадии интеграции тела, находившиеся в хороших отношениях друг с другом. В конце концов, это был предел для большинства культиваторов, а что касается легендарной стадии Великого Вознесения и стадии трансцендентной трибуляции, то они были практически полностью недосягаемы, и даже у самых могущественных рас в мире духов было только одно или два таких существа. Средний. Следовательно, без кого-либо другого, кто мог бы предложить им руководство, культиваторы стадии интеграции тела могли только пытаться решить свои собственные проблемы культивации, общаясь с другими. Этот буддийский монах Цзинь Юэ уже был культиватором средней стадии интеграции тела и находился всего в одном шаге от достижения поздней стадии, поэтому у него был гораздо больше богатый опыт культивации, чем у старейшины Ци на ранней стадии интеграции тела. Напротив, Хань Ли обладал несколькими мощными способностями, а также использовал первозданное истинное дьявольское искусство, которое было искусством одновременной культивации, которое никто никогда раньше не использовал, поэтому он, естественно, также мог предложить много уникальных идей культивации. Таким образом, им обоим очень помогло взаимное обсуждение, и они разговаривали целый день и ночь. Только на следующее утро буддийский монах Цзинь Юэ ушел в приподнятом настроении. После этого Хань Ли вернулся на верхний этаж и продолжил медитировать. После этого культиваторы интеграции тела больше не приходили к нему навестить, поэтому они должны были быть либо заняты, либо уже узнали от буддийского монаха Цзинь Юэ, что Хань Ли не собирался присоединяться к совету старейшин. 6 дней пролетели в мгновение ока, и на 7-й день наконец прибыл тот, которого он ждал. Прежде чем слуги на нижних этажах успели предупредить его, он резко поднялся с футона и спустился с верхнего этажа. Слуги скучно болтали друг с другом, и все они были напуганы внезапным появлением Хань Ли. Они поспешно подошли к нему и поклонились. В ответ на это Хань Ли махнул рукой и сказал: «Вы все можете пока подождать снаружи. Тот, которого я жду, уже прибыла, так что вы можете пригласить ее». Услышав это, все слуги стадии заложения основ на мгновение запнулись и немедленно сделали то, что им приказали. Тем временем сам Хань Ли сел на главное сиденье, а несколько мгновений спустя увидел женщину с лицом светлым, как нефрит. Его привел в комнату один из слуг. Эта женщина была высокой и стройной, в роскошном голубом платье. Это была никто иная, как фея Сюэ, которая уже достигла стадии божественной трансформации. Это действительно вы, старший Хань, и вы действительно достигли стадии интеграции тела. Внешность Хань Ли была почти такой же, как несколько веков назад, поэтому женщина сразу же узнала его и поспешно поклонилась в знак уважения.
Поскольку она была потомком феи ледяной души, Хань Ли был весьма доброжелателен по отношению к ней и иногда давал ей советы по культивации, поэтому ее уважение к Хань Ли также смешивалось с благодарностью. Таким образом, как только она вернулась в город высшего неба и узнала, что Хань Ли снова появился в городе, она немедленно пришла в павильон собраний бессмертных. Услышав о том, как он достиг стадии интеграции тела, она была так же удивлена, как и пожилой мужчина с фамилией Юэ. Однако это казалось выдумкой, и даже по пути сюда она все еще относилась к этому довольно скептически. Теперь, когда она была в присутствии Хань Ли и могла ощущать его мощную ауру, у нее, естественно, больше не было никаких сомнений, и она была одновременно удивлена, но также обрадована его успехом. Довольно формальностей. «Мы с тобой старые знакомые, так что просто присаживайся», — сказал Хань Ли с улыбкой. «Спасибо, старший», — фея Сюй, немного помедлив, сделала, как ей сказали, и сесть рядом с Хань Ли. В этот момент вошел слуга с тарелкой, на которой стояли 2 чашки ароматного духовного чая. «Теперь вы все можете уходить». «Не входите, пока я вам не скажу», — проинструктировал Хань Ли. «Да», — ответил слуга и тут же вышел из комнаты. Только тогда Хань Ли махнул рукавом в сторону двери, и она тут же закрылась сама по себе. В то же время вспыхнул слой синего света, и сработало встроенное ограничение павильона, чтобы изолировать весь зал. Сердце феи Сюи слегка дрогнуло от этого, и на ее лице появилось слегка торжественное выражение. Хань Ли явно не стал бы этого делать, если бы у него не было секретной темы для обсуждения с ней. «Фея Сюй, я хотел увидеть тебя, потому что хотел проверить одну вещь. Ты потомок феи ледяной души, верно?» Серьезно спросил Хань Ли. Фея Сюи на мгновение запнулась, а затем ответила: «Фея ледяной души действительно является моим предком, и я бы не осмелился солгать тебе об этом, старший». «Хорошо, в таком случае, ты знаешь, где она находится?» «Я хотел бы встретиться с ней», — медленно сказал Хань Ли. «Ты хочешь встретиться с ней?» Эта просьба немного озадачила фею Сюй. «Ты тоже не знаешь, где она?» — спросил Хань Ли, нахмурив брови. «Я действительно являюсь потомком феи ледяной души, но к тому времени, когда я родилась, она уже пропала без вести десятки тысяч лет. Однако я слышала от старших членов моей семьи, что в то время она также просто достигла стадии интеграции тела, и ее пригласили присоединиться к городу высшего неба. Однако в то время она, похоже, была чем-то занята и отклонила предложение. После этого она покинула город, и ее больше никогда не видели», — ответила фея Сюй с кривой улыбкой. «Понятно. Похоже, что нет возможности встретиться с ней. Есть ли, кроме тебя, еще какие-нибудь потомки феи ледяной души?» — спросил Хань Ли. Хань Ли, похоже, был как-то связан с феей ледяной душой, поэтому после короткой паузы для размышлений фея Сюй решила дать правдивый ответ. По правде говоря, спустя столько лет потомки феи ледяной души уже разделились на дюжину или около того ветвей разного размера. Некоторые из них даже использовали искусство культивации, оставленное феей ледяной душой, чтобы основать 2 маленькие секты. Однако, с точки зрения родословной, наша семья Сюй определенно является самым прямым потомком феи ледяной души. Даже наша фамилия такая же, как у нее. Кто в настоящее время является лидером вашей семьи Сюй? «Это ты, госпожа Сюй?» — спросил Хань Ли с улыбкой. «Конечно, ты шутишь, старший. Наша семья Сюй, возможно, и не одна из легендарных истинных духовных семей, но мы по-прежнему довольно известная семья в этом регионе. Нынешний лидер семьи — мой отец, а также есть несколько важные старшие люди в нашей семье», — немного помедлив, ответила фея Сюй. Хань Ли с улыбкой погладил подбородок и спросил: «В таком случае ты не будешь возражать, если я нанесу твоему отцу визит, не так ли?» Женщина была очень удивлена, услышав это, и нерешительно сказала: «Для нашей семьи Сюй, естественно, будет честью удостоиться твоего уважаемого присутствия, старший Хань, но не мог бы ты раскрыть причину?» «Хе-хе, тебе не о чем беспокоиться. Мне просто дали просьбу доставить кое-какой предмет феи ледяной души или одному из ее прямых потомков. Учитывая, что твоя семья Сюй является самой прямой ветвью родословной феи ледяной души, тогда я просто отнесу этот предмет твоему отцу», — правдиво объяснил Хань Ли. «Понятно. Не мог бы ты сказать мне, кто просит доставить этот предмет? Может быть, это кто-то, кого я знаю?» Удивленно спросила фея Сюй. «Хе-хе, я почти уверен, что ты не знаешь этого человека. Что касается того, знает ли о нем кто-нибудь еще в твоей семье Сюй, то я не знаю об этом», — ответил Хань Ли, покачав головой. Услышав это, на лице феи Сюй появилось нерешительное выражение, и только спустя долгое время она наконец приняла решение. «В таком случае позволь мне сопровождать тебя в нашу семью Сюй. Я только что вернулась с патрульной миссии, поэтому у меня 6-месячный перерыв. Наша семья Сюй находится в области Тяньюань,
поэтому транспортной формации в городе должен быть в состоянии доставить нас туда. Хе-хе, естественно, было бы лучше, если бы ты могла сопроводить меня лично, фея Сюй, сказал Хань Ли с улыбкой. Хорошо, тогда позволь мне вернуться в мою пещерную резиденцию и подготовиться к путешествию. Если ты не против, мы можем уехать через 2 дня, сказав это, фея Сюй встала. У меня нет дел, поэтому я могу уйти в любое время. Я согласен отправиться через 2 дня, согласился Хань Ли, кивнув после короткой паузы для размышлений. Глава 1773. Культиваторы Великого Вознесения двух рас. Поскольку у тебя нет возражений, я обязательно встречусь с тобой в центре города в согласованное время. Кроме того, мое настоящее имя Сюй Циньюй, и ты можешь обращаться ко мне именно так, старший. Я осмеливаюсь называть себя феей в твоем присутствии, сказала Сюй Циньюй, уважительно опустив голову. Услышав это, Хань Ли слегка запнулся и покачал головой с улыбкой на лице. Ха-ха, не нужно быть таким покорной, госпожа Циньюй. Вскоре после этого Сюй Циньюй попрощалась и ушла. Несмотря на то, что у нее было 2 дня, а ее пещерная резиденция была довольно близко к городу высшего неба, обратная поездка все равно потребовала бы довольно много времени, поэтому она не осмелилась откладывать. Хань Ли снова нанес визит этому ученому и остальным и дал им еще один список, на этот раз убрав материалами, которые он уже купил. После этого он вернулся в павильон собрания бессмертных и больше никуда не ходил. Почти в одно и то же время 5 или 6 культиваторов собрались в таинственном зале и, казалось, обсуждали чрезвычайно важный и конфиденциальный вопрос. Пожилой мужчина в белом с седой шевелюрой сидел, нахмурив брови, и сказал: «Итак, хочешь сказать, что у него нет никаких шансов, что он присоединится к нашему городу высшего неба?» «Я уже сделал все, что в моих силах, старейшина Гау». Однако этот даосист Хань полностью посвятил себя поискам небесного Даа и не собирается присоединяться к какой-либо силе, вздохнул в ответ старый монах в золотом халате. Это был никто иной, как буддийский монах Цзинь Юэ. Все собравшиеся здесь обладали очень мощной аурой, и, очевидно, все они были культиваторы стадии интеграции тела. Эти люди от природы были никем иным, как старейшинами города высшего неба. В этом случае мы все равно не сможем заполнить нашу квоту в 10 членов в Совете старейшин, что серьезно подорвет мощь нашего города. До битвы с чужеземными расами в нашем Совете старейшин было больше 10 членов, у нас даже была госпожа Серебряный Свет, резервный старейшина, о которой никто из посторонних не знал. В нынешней ситуации в городе, когда разразится дьявольская катастрофа, мы окажемся в чрезвычайно тяжелой ситуации, чем в прошлом, холодным голосом сказал крупный мужчина в черном кожаном халате. Это бесполезно. Нет никакого способа, чтобы тиранический владыка, святой владыка и 7 демонических монархов выпустили кого-либо из своих культиваторов интеграции тела, чтобы присоединиться к городу высшего неба. Все знают, что прибытие мира дьяволов неизбежно, и, возможно, это произойдет в течение следующих 1000 лет. Все собирают силы в попытке защитить себя. В конце концов, последнее дьявольское бедствие длилось чуть более 100 лет, но за это время почти половина всех 3 монархов и 7 демонических монархов погибла, смиренно сказал буддийский монах Цзинь Юэ. Ты уверен, что мир дьяволов и мира духов снова пересекутся в течение 1000 лет, господин даосист Цзинь Юэ? Внезапно спросила женщина в серебряной маске очень приятным для ушей голосом. Я абсолютно уверен в этом. На священном острове появились не только предупреждающие знаки, но и мастер Мо Цзиньли рискнул и использовал звездный диск, чтобы совершить путешествие в мир высших дьяволов. Там он обнаружил, что старейшие дьяволы из мира дьяволов в настоящее время мобилизуют войска на широкой основе для подготовки к битве, и ясно, что они готовятся вторгнуться в наш мир духов. К сожалению, прежде чем старший Мо смог провести какое-либо дальнейшее расследование, он был обнаружен священным предком мира дьяволов и был вынужден вернуться в мир духов. Исходя из нынешней ситуации, представляется весьма вероятным, что мир дьяволов сойдет на нас, возможно, всего через несколько сотен лет. Наши территории людей и демонов, а также территории нескольких соседних рас составляют одну из областей, где мир дьяволов сольется с нашим миром духов, поэтому огромные бедствия неизбежны, мрачно ответил буддийский монах Цзинь Юэ. Если и святой владыка, и мастер Мо подтвердили это, то это должно быть правдой. В этом случае 3 монарха и 7 демонических монарха, а также другие крупные державы, должно быть, также получили эту информацию, поэтому нет никакой надежды, что они будут готовы пополнить наш совет старейшин, размышлял пожилой мужчина в белом, поглаживая бороду и прищурив глаза. В самом деле. В то же время соседние чужеземные расы также будут мобилизовать свои силы в ожидании грядущих дьявольских бедствий, поэтому они определенно не будут атаковать нас в это время. 3 монарха и 7 демонических монархов были фактически впервые установлены в качестве противодействия этим дьявольским бедствиям.
На самом деле, не только старейшины стадии интеграции тела не присоединились к нашему городу после нападения чужеземных рас, мы даже не смогли пополнить охранников стадии пространственного закаливания и стадии божественной трансформации, что было даже после того, как наш совет старейшин предприняла согласованные усилия по вербовке, спокойно сказала женщина в маске. Наш город высшего неба сильно пострадал от рук чужеземных рас во время предыдущей битвы. Если мы не сможем пополнить наших членов, тогда мы сможем сосредоточиться только на самосохранении во время предстоящих дьявольских бедствий, вместо того, чтобы послать людей и уничтожить вторгшихся дьявольских существ, как мы это делали во время последнего бедствия, нахмурив брови, сказал человек с волосами, похожими на пурпурное пламя. Мы мало что можем сделать. Эти дьявольские бедствия — поистине ужасные испытания для таких культиваторов, как мы. Хорошо, что дьявольские существа не интересуются смертными без какой-либо духовной силы. Они сосредоточены исключительно на разграблении ресурсов нашего мира духов и, убивая нас, культиваторов, очень редко нацелены на смертных и обычных зверей. В противном случае наши человеческие и демонические расы, скорее всего, уже были бы стерты с лица мира духов этими прошлыми дьявольскими бедствиями, сказал пожилой мужчина в белых одеждах с мрачным выражением лица. Это не потому, что эти дьявольские существа — добросердечные филантропы. Они намеренно оставляют смертных, как скот, чтобы больше культиваторов, подобных нам, могли выйти из них, тем самым дав им больше целей для резни, когда они вторгнутся в следующий раз. В конце концов, демонические ядра и зарождающиеся души таких культиваторов, как мы, лучшее лакомство для дьявольских существ, сказал буддийский монах Цзинь Юэ, и в его глазах вспыхнул холодный свет. Кроме того, есть некоторые ресурсы, от которых наши две расы не могут отказаться. В противном случае мы могли бы минимизировать потери, собравшись в одном месте и удерживая форт до тех пор, пока мир дьяволов не отделится от мира духов, вздохнул мужчина с фиолетовыми волосами. Поскольку все другие силы уже приняли другие меры в ожидании грядущих дьявольских бедствий, мы не сможем заставить их что-либо сделать. Все, что мы можем сделать, это защитить город высшего неба как можно лучше. В этот день давайте снимем ограничения между этим городом и соседними городами, чтобы мы могли массово переселить обычных людей в город высшего неба. Вдобавок к этому мы отправим нескольких культиваторов, которые являются адептами культивации земляного элемента, чтобы построить несколько пустых городов. Все, что мы можем сделать, это защитить смертных поблизости, заключил пожилой мужчина в белых одеждах. У нас еще есть время до того, как разразится дьявольское бедствие, но неплохо было бы сделать некоторые приготовления заранее. Даже несмотря на то, что у нас есть формации и ограничения, на которые можно положиться, все равно было бы лучше нанять как можно больше высокоранговых культиваторов. В конце концов, наиболее сложными частями этого испытания будут первые несколько волн атак, и они будут самыми жестокими. Если мы сможем удержать дьявольских существ в страхе, они, скорее всего, будут вынуждены ослабить, ограничить их потери, что приведет к тупиковой ситуации. Ни одно существо нашей человеческой расы не сможет достичь стадии интеграции тела в следующие несколько столетий, но я слышал, что в вашей расе демонов есть некоторые существа, которые в последнее время предпринимают попытки прорыва на стадию интеграции тела, поэтому мне придется попросить тебя присмотреть за ними, господин Даосист Баа», — внезапно сказал пожилой мужчина в белом мужчине в черном. «Я обязательно сделаю это». Действительно, есть несколько исключительно талантливых юниоров, и есть неплохой шанс, что один или несколько из них смогут перейти на стадию интеграции тела. Человек в черном кивнул. После недолгого колебания пожилой мужчина в белом повернулся к женщине в маске. Говоря о расе демонов, есть кое-что, что я хотел бы спросить у госпожи Серебряный Свет, но я не уверен, должен ли. Мы знакомы уже столько лет. Ты можешь спрашивать меня о чем угодно, брат Гау, заинтересованно сказала женщина в маске. В таком случае я перейду сразу к делу. Старший Осяа из вашей расы демонов еще жив и здоров? Спросил пожилой мужчина в белом. Женщина в маске слегка дрогнула, взглянув на мужчину в черном, усмехнулась. А, это то, что ты хотел спросить? Это определенно не запретная тема. Однако я здесь не единственная старейшина из расы демонов, так почему ты решила обратиться ко мне? Зачем задавать вопрос, ответ на который ты уже знаешь, фея Серебряного Света? Возможно, ты не из расы волков Серебряной Луны, но ты являешься частью родословной Серебряной Луны, и однажды ты оставалась со старшим Осяа более 1000 лет. Если кто-то здесь и знает что-нибудь о нынешнем состоянии старшего Осяа, то это можешь быть только ты, возразил мужчина в черной мантии, приподняв бровь. Это действительно правда. Старший Осяа был замечен однажды на гигантской облачной горе более 3000 лет назад, но с тех пор о нем не появилось никаких известий. Старший Осяа — одно из двух существ стадии Великого Вознесения среди наших рас людей и демонов, поэтому мы, естественно, очень хотим услышать о том, как он поживает перед лицом неминуемой дьявольской беды, торжественно сказал пожилой мужчина в белом. Услышав это, все также повернулись, чтобы оценить женщину в маске с озабоченным выражением лица.
В глазах женщины промелькнул намек на нерешительность, и только после долгой паузы она смиренно ответила: «Я, естественно, осознаю ваши опасения». Действительно, с тех пор, как наша раса людей и демонов обосновались в мире духов, никто не был в состоянии преодолеть более 20 великих небесных трибуляций, а старший Осиа все эти годы приближался к своей 21-й великой небесной трибуляции, поэтому многие даосисты весьма обеспокоены им. В конце концов, старший Осиа и старший Мо очень два столпа, которые обеспечивают безопасность наших двух рас в течение бесчисленных лет. Будь уверен, владыка Осиа не погиб во время своего последней великой небесной трибуляции. Однако он потратил много энергии во время испытания, поэтому находится в уединении на все это время. Это правда. Услышав это, на лице человека в черной мантии сразу же появилось приподнятое выражение. Как демонический старейшина, он, естественно, был более обеспокоен, чем присутствующие здесь человеческие старейшины, об этом владыке стадии великого вознесения расы демонов. Пожилой мужчина в белом и остальные тоже вздохнули с облегчением. Несколько сотен лет назад я встретил фею Лин Лун, которая все эти годы была рядом с владыкой, и, по ее словам, выздоровление владыки идет очень гладко, так что скоро он сможет выйти из уединения полностью здоровым, заверила женщина в маске. Глава 1774. Семья Сюй. Фиолетовый мужчина был человеческим культиватором, но, похоже, он тоже знал об этом и удивленно сказал: «Фея Лин Лун? Это та наложница, которая вернулась с божественным волком небесным Цуй из Нижнего мира». Я слышал, что госпожа Лин Лун не только прямой потомок старшего Осиа, но ее чрезвычайно обожает божественный волк небесный Цуй. Верно. Когда госпожа Лин Лун вернулась из Нижнего мира, она была только на поздней стадии божественной трансформации, но в прошлый раз, когда мы встречались, она уже достигла пика средней стадии пространственного закаливания и, кажется, скоро перейдет на позднюю стадию. Возможно, она также сможет совершить прорыв до того, как придет дьявольское бедствие. В конце концов, способности этой женщины были широко известны даже в расе волков Серебряной Луны. Из-за того, что она так долго находилась в ловушке Нижнего Царства, что, возможно, она уже была бы одной из нас, вздохнула женщина в маске. Независимо от того, насколько выдающимися были ее способности, тот факт, что она смогла так резко прогрессировать, оставаясь рядом со старшим Осиа всего на несколько столетий, является свидетельством необычайных способностей старшей Осиа. Однако, если она наложница божественного волка, тогда почему она осталась со старшим Осиа? Есть ли у старшего Осиа какие-то планы на нее? Заинтригованно спросил мужчина с фиолетовыми волосами. Женщина в маске, немного помедлив, сказала: «Я не совсем уверена в деталях. Однако я слышала от других представителей моей расы, что в отношениях феи Лин Лун с господином даосистом Небесным Цуем появилась некоторая напряженность после того, как она вернулась из Нижнего мира. По-видимому, это старший Осиа вмешался, чтобы забрать ее. Возможно, это потому, что они оба недовольны тем, как божественный волк Небесный Цуй оставил ее в Нижнем мире на столько лет. Хорошо, важно то, что старший Осиа жив и здоров. Нам не нужно строить догадки о других. Затем мы должны обсудить скорое прибытие послов из племени Якши и лесного племени. Эти два племени, скорее всего, послали к нам послов в связи с приближением дьявольского бедствия. Пожилой мужчина в белом внезапно перешел к другой теме. Выражения лиц всех остальных слегка зашевелились, и все начали внимательно прислушиваться. Время шло медленно, и встреча между старейшинами города Высшего Неба продлилась более получаса, а затем была отложена. 2 днями позже некая транспортная формация в городе Высшего Неба внезапно засветилась, и в ее центре исчезли 2 человекоподобные фигуры. В то же время из определенной формации, которая находилась в городе недалеко от города Высшего Неба, внезапно раздался громкий жужжащий звук. Из тщательно охраняемой транспортной формации внезапно вырвался яркий белый свет, и все болтающие стражники были поражены этим, а затем тут же перевели взгляд на формацию. Эта формация считалась чрезвычайно важной для средне- и высокоранговых культиваторов в городе, и она регулярно поддерживалась и тщательно охранялась. Однако из-за астрономической платы за телепортацию, необходимой для его использования, очень немногие люди пользовались ей. Транспортная формация использовалась не больше нескольких раз в год, и ее пользователи, естественно, были сильными культиваторами. Таким образом, когда в центре формации начали появляться 2 человекоподобные фигуры, стражники формирования ядра немедленно выпрямились и сделали уважительные выражения на лицах. Первым из формации вышел молодой человек, и он огляделся, обратившись к бронированным охранникам. Это город Лесного Клена. Это действительно город Лесного Клена, старший. Мы приветствуем вас в нашем городе. Уважительно ответил бронированный охранник. Охранники уже оценили этих двоих с их духовным чутьем, но не смогли определить основы их культивации, поэтому они, естественно, не осмелились проявить грубость по отношению к ним обоим. Хорошо, молодой человек улыбнулся, а затем вышел в зал с женщиной, чья кожа была белая, как нефрит.
Эти двое, естественно, были никем иным, как Хань Ли и Фея Сюй, которые только что телепортировались сюда из города Высшего Неба. Несмотря на то, что семья Сюй на самом деле не находилась в городе Лесного Клена, это был ближайший город к тому месту, где находилась семья Сюй, и к которому все еще был доступ через телепортацию. Пройдя через несколько рядов стражников, они оба наконец вышли из зала и оказались на огромной площади из голубого камня. Площадь была очень простой и была построена из массивных лазурных плиток без каких-либо других привлекательных украшений. Однако вокруг площади было несколько павильонов. Кроме нескольких групп охраны, патрулирующих местность, других культиваторов поблизости не было. Хань Ли распространил свое духовное чутье вдаль, и выражение его лица немного изменилось. Площадь была расположена на полпути к горе, которая была более чем 10 тысяч футов высотой, и подножие горы окружало множество зданий, а также ряды упорядоченных улиц. Хань Ли повернулся к вершине горы и обнаружил там небольшой дворец. Мало того, что внешний вид дворца был довольно роскошным и грандиозным, в нем было несколько аур, относящихся к стадии пространственного закаливания. Казалось, это были высокоранговые культиваторы, которые несли ответственность за город. Хань Ли, убрав свое духовное чутье, безразлично махнул рукавом в воздухе. Вспышка лазурного света вырвалась из его тела, окутав его вместе с Феей Сюй, и они двое мгновенно исчезли в виде полоски лазурного света. В определенной комнате дворца на вершине горы за столом, заполненным восхитительными блюдами, сидели 3 культиватора стадии пространственного закаливания, и, казалось, они наслаждались очень приятной беседой. Внезапно они замолчали и переглянулись между собой. Что это было? Этот всплеск духовного чутья был настолько мощным. Неужели в наш город внезапно приехал старшей стадии интеграции тела? Пробормотал пожилой мужчина в парчевой мантии. Судя по тому, насколько мощным было это духовное чутье, кажется, что это действительно культиватор интеграции тела. «Интересно, кто это, один из владык или один из старейшин города Высшего Неба?» — сказал мужчина средних лет в белом костюме, сбитый с толку. Третьим культиватором был молодой человек с мерцающей золотой повязкой на голове, и он сказал: «Судя по тому, что я слышал, все монархи заняты подготовкой к крупному событию в городе Высшего Неба, поэтому у них нет возможности покинуть город. Учить запасной. Так что должно быть это один из старейшин города Высшего Неба. А если это старейшина города Высшего Неба, то он, должно быть, просто пролетает мимо. Кажется, он очень спешит, поэтому нам не нужно идти и приветствовать его». Пожилой мужчина в парчевой мантии облегченно вздохнул, и выражение его лица немного смягчилось. «Это может быть так, но наш город Лесного Клена — довольно уединенное место в регионе Тянь-Юань. Что здесь делает старейшина города Высшего Неба?» Мужчина средних лет в белых доспехах все еще был немного обеспокоен. Хе-хе, кто знает. Эти существа на стадии интеграции тела всегда были таинственными и непредсказуемыми. Если он не рядом с нами, почему мы должны заботиться о том, что он задумал? «Я рад, что он не задерживается в нашем городе», — сказал молодой человек, и на его лице появилось слегка искривленное выражение. Пожилой мужчина был явно очень осторожен, и после короткой паузы для размышлений он торжественно сказал: «Это правда». Однако мы все же должны сказать всем нашим подчиненным, чтобы они были более осторожными в это время, чтобы они не делали чего-то, что может навлечь на нас проблемы. В самом деле, наш город не находится под юрисдикцией города Высшего Неба, но это все еще культиватор стадии интеграции тела, так что не помешает быть более осторожным, кивнув, ответил человек в белой броне. Разговор между ними тремя, казалось, наводил на мысль, что они пытались скрыть что-то прискорбное, что они сделали. Хань Ли не знал, что его прибытие сильно обеспокоило 3 городских властителей. Под руководством Сюй Циньюй они вылетели из города Лесного Клена и продолжили свой путь на юг. По ее словам, это был ближайший к семье Сюй город, населенный культиваторами, но до того места, где находилась семья Сюй, оставался еще около месяца пути. Таким образом, вскоре после этого Хань Ли выпустил летающий экипаж, и они вдвоем сели в экипаж, продолжив свое путешествие. Это место было явно довольно уединенным, и после полета в нескольких сотнях тысяч километров от города Лесного Клена почти не было людей, которых можно было увидеть на земле внизу. Даже в небольших городках, над которыми они пролетали, жили как смертные, так и культиваторы. Однако примерно через полмесяца они вошли в холмистую местность, и никаких следов каких-либо живых существ, кроме некоторых зверей, бродивших по долинам, не было. Что было довольно удивительно для Хань Ли, так это то, что хотя эта холмистая местность не была полностью лишена духовной ци, духовная ци здесь была явно гораздо более разреженной, чем в других местах. Кроме того, спустя столько дней полета они до сих пор не выстрелили ни одну духовную вену. «Почему ваша семья Сюй решила поселиться в таком месте?» — невольно спросил Хань Ли. «Пожалуйста, позволь мне пока не отвечать на этот вопрос, старший. Ты скоро сам узнаешь причину», — сказала Сюй Циньюй, и на ее лице появилась загадочная улыбка. «Ой».
Звучит очень интригующе. Хань Ли действительно стало немного любопытно, но выражение его лица осталось неизменным. Пролетев еще полмесяца или около того, желто-зеленые холмы внизу внезапно начали приобретать красный оттенок. Независимо от того, были ли это горы, земля или равнины, все они стали слегка красными. Вначале Хань Ли не обращал на это особого внимания. Однако после нескольких дней полета вся земля внизу полностью приобрела красновато-желтый цвет, и он не мог больше игнорировать это явление. После того, как он несколько раз осторожно пробежался по земле, на его лице появилось задумчивое выражение. «Похоже, ты наконец понял это, старший», — усмехнулась Сюй Циньюй. «Понятно. Итак, здесь есть большой рудник медной эссенции. Неудивительно, что ваша семья решила поселиться здесь, несмотря на отсутствие духовной ци в этом районе», — сказал Хань Ли с улыбкой. «Верно. Когда моя семья впервые прибыла в это место более 10 тысяч лет назад, старшие члены нашей семьи были вовлечены в горячие споры о том, должна ли семья поселиться здесь. В конце концов, они решили поселиться здесь, и наша семья стала довольно богатой, но культивация членов нашей семьи была затруднена. Сложно сказать, перевешивают ли преимущества или недостатки, Сюй Циньюй вздохнула. Хань Ли кивнул, услышав это, но ничего не сказал в ответ. Сюй Циньюй тоже замолчала и оставила Хань Ли наедине с собой. Несколько дней спустя в небе наконец появился намек на пышную зелень, и духовная ци, устремившаяся к ним, поразила Хань Ли с чувством возрождения. Он знал, что они наконец-то собираются добраться до семьи Сюй. И действительно, вскоре после этого перед его глазами возникла небольшая горная гряда с пышной растительностью. В этом горном хребте была только обычная духовная жила, но духовной ци здесь было гораздо больше, чем в окрестностях. На дюжине или около того гор горного хребта были всевозможные здания, и между горами были также глубокие колебания духовной ци, ясно указывающие на то, что были установлены мощные формации и ограничения. Глава 1775. Иллюзорная область миражей. Мы прибыли, старший. «Позволь мне уведомить членов моей семьи, чтобы мой отец мог поприветствовать тебя», сказала Сюй Циньюй, пока летающая карета кружила в воздухе возле горного хребта. Хань Ли охватил своим духовным чутьем горный хребет, и выражение его лица слегка изменилось, и он кивнул в ответ. «Так это семья Сюй. Как и ожидалось, вы действительно нашли хорошее место. Хорошо, тогда я буду ждать вас здесь». Из-за того, что он не пытался скрыть свою летающую карету, дежурные охранники семьи Сюй уже заметили их присутствие, и произошла вспышка ограничительных колебаний, и из горного хребта внизу вылетело около дюжин полос света, и, похоже, они приближались не с дружескими намерениями. Получив разрешение от Хань Ли, Сюй Циньюй полетела к культиваторам своей семьи в виде белой полоски света и достигла их после нескольких вспышек. Все эти культиваторы узнали дочь лидера своей семьи, и свет вокруг них погас, открыв несколько культиваторов с ликующими выражениями на лицах. Сюй Циньюй просто сказала им что-то с улыбкой на лице, а затем спустилась с ними к горному хребту внизу. Тем временем Хань Ли терпеливо ждал в своей летающей карете, и вскоре в горном хребте заиграла восхитительная музыка. С подножия горы вылетело две группы молодых женщин в белых и красных роскошных платьях, и хотя все они были только на стадии формирования ядра и заложения основ, все они были очень красивы и имели уважительное выражение лица. За этими женщинами стояли 3 человека, одним из которых был никто иной, как Сюй Циньюй. В центре был ученый в белом одеянии, а последним человеком, завершившим трио, был массивный дородный мужчина с непослушной бородой и парой больших угрожающих устрашающих глаз. Две группы женщин остановились в нескольких сотнях футов от летающего экипажа, в то время как трио продолжило движение и остановилось только после того, как достигло Хань Ли. Младший Сюй Цзя выражает свое почтение старшему Ханю. «Пожалуйста, простите меня за то, что я не вышел поприветствовать вас раньше». На вид мужчине в белом было около 30 лет, и у него были обычные черты лица. Однако он находился на поздней стадии божественной трансформации, так что ни в коем случае не был слабым. В присутствии Хань Ли он поспешно поклонился с уважением на лице. Младший Сюйлу также отдает дань уважения старшему Ханю. Дородный мужчина находился на средней стадии божественной трансформации, и он также почтительно поклонился. «Вы — лидер семьи Сюй, господин даосист Сюй Цзя?» Равнодушно спросил Хань Ли, оценивая человека в белом. «Верно. Я лидер семьи Сюй уже около 1000 лет», честно ответил мужчина в белом. Хань Ли кивнул и спросил: «Уверен, что госпожа Циньюй проинформировал вас о цели моего визита, верно?» «Да, действительно. Мы искренне благодарны за то, что вы удостоили нас визитом ради нашего матриарха. Однако это неподходящее место для разговоров. Пожалуйста, следуйте за мной, и мы обсудим эти вопросы внутри», уважительно сказал человек в белом. Хань Ли кивнул в ответ. «Хорошо, впереди». Хань Ли убрал свою летающую карету и спустился с неба.
Мужчина в белом и крепкий мужчина сопровождали Хань Ли с обеих сторон, а Сюй Циньюй последовал за ними, отставая на полшага. Поднявшись в воздух над горным хребтом, Сюй Цзя перевернул руку и, вызвав зеленый талисман, осторожно провел им по воздуху. По всей горной цепи внезапно разразилась вспышка сильных пространственных колебаний, и около дюжины гор изгибались и искривлялись, как миражи, а затем исчезли в небытии. Горы оставались теми же горами, но теперь они находились в совершенно других местах, чем раньше. Около дюжины гор сместились на несколько километров, так что, по-видимому, если бы кто-то попытался напрямую атаковать семью Сюй, используя мощную способность, то они полностью пропустили бы все горы и здания. Глаза Хань Ли слегка сузились, и он внезапно заметил — это иллюзорная область миражей. Не думал, что у вас будет доступ к такому легендарному древнему ограничению. Хе-хе, уверен, что в ваших глазах ничего особенного, старший. Около 10 тысяч лет назад наша семья Сюй заручилась услугами чрезвычайно талантливого мастера создания формаций, и ему потребовалась вся его жизнь, чтобы восстановить большую часть этого древней иллюзорной формации. Жалко, что его база культивации была довольно тусклой. В противном случае, если бы он прожил какое-то время дольше, то, возможно, он смог бы полностью восстановить формацию, усмехнулся Сюй Цзя в ответ, по-видимому, тоже очень гордясь этой формацией. В самом деле, с такой формацией семья Сюй будет в полной безопасности, с улыбкой сказал Хань Ли и сразу же замолчал. Сюй Цзя был немного разочарован, увидев это. Культиватор стадии интеграции тела не особо мог оценить эту формацию, поэтому он, естественно, надеялся, что Хань Ли предложит более глубокий анализ. Старший, как вы думаете, эта формация сможет противостоять атаке культиватора интеграции тела? Осторожно спросил дородный мужчина. Атака культиватора интеграции тела. Хе-хе, на лице Хань Ли появился намек на улыбку, и он взглянул на дородного мужчину, но тот не дал прямого ответа. Вы хотите сказать, что эта формация будет неэффективным против культиваторов стадии интеграции тела? Нерешительно спросил человек в белом. После короткой паузы Хань Ли спокойно ответил: «Я не знаю, будет ли это эффективным или нет, но в формации есть несколько ошибок, предположительно потому, что она не была полностью восстановлена. Если культиватор, слабый в искусстве формации, столкнется с этим ограничением, то у него наверняка возникнут некоторые проблемы, пытаясь его обойти. Однако перед лицом культиватора интеграции тела, адепта в искусстве формаций, эта незавершенная формация не сможет его остановить». Затем он небрежно указал на точки на горном хребте, где было установлено ограничение. Вы можете найти ошибки в формации, старший? Мужчина в белом был очень удивлен, услышав это. Сюй Циньюй и здоровенный мужчина переглянулись, и они увидели свое изумление, отраженное в глазах друг друга. Однажды я прочитал фолиант с информацией об этой формации, поэтому я, естественно, могу определить ошибки в этой незавершенной формации, небрежно сказал Хань Ли. Это действительно было правдой. Несмотря на то, что этот тип древних формаций уже был потерян в человеческой расе в течение бесчисленных лет, он обнаружил кучу фолиантов древних формаций на рынке, проходя через территорию чужеземной расы на обратном пути в город высшего неба. Все эти фолианты были написаны древними человеческими текстами, и эта чужеземная раса очень мало интересовалась формациями, поэтому фолианты продавались как мусор среди кучи разных предметов. Хань Ли невольно задался вопросом, какое могущественное человеческое существо забрало эти древние фолианты из человеческой расы, и как они оказались на территории этой чужеземной расы. Хань Ли, естественно, не собирался упускать эту возможность, и он купил все эти древние фолианты практически за бесценок. Во время своего путешествия по территориям других чужеземных рас Хань Ли сталкивался со многими похожими ситуациями, поэтому не обращал на это особого внимания. Однако теперь он мог сравнить эту незавершенную формацию с полной версией фолианта, что, естественно, позволило ему мгновенно выявить его ошибки. Сюй Цзя, естественно, не знал об этой главе прошлого Хань Ли, но он был весьма ошеломлен, узнав, что у Хань Ли был полный метод создания этой иллюзорной формации. Он не знал, как этот старший Хань получил в свои руки такой древний фолиант формации, который был утерян столько лет, но если бы это действительно было правдой, то формация, охраняющая семью Сюй, не была такой уж хорошей, как он думал раньше. Более того, Хань Ли сделал только несколько замечаний информации, и все они были чрезвычайно верными и применимыми, поэтому он определенно не мог лгать. Таким образом, человек в белом по-прежнему продолжал улыбаться, но она стала слегка натянутой. Хань Ли не обратил на это внимания и просто продолжил неторопливо идти. Группа Хань Ли была проведена двумя группами юных красавиц в огромный зал в центре горного хребта. Там их ждала пара пожилых мужчин, очень похожих друг на друга. «Старший Хань, позвольте мне представить вас двух моих дедушек. Первоначально они были в уединении, но вышли поприветствовать вас, узнав о вашем прибытии», Сюй Цзя немедленно представил Хань Ли. Младшие Сюй Хо и Сюй Янь отдают свое почтение старшему Ханю. Пара пожилых мужчин поспешно поприветствовала Хань Ли.
Один из них находился на ранней стадии пространственного закаливания, а другой — на средней стадии пространственного закаливания, и было довольно удивительно видеть двух существ такого ранга в обычной семье культиваторов. В конце концов, некоторые из меньших семей культиваторов могут быть созданы даже с одним культиватором стадии божественной трансформации. Казалось, что Сюй Циньюй не преувеличивала, когда сказала, что ее семья Сюй относительно известна в области Тянь-Юань. Нет нужды в таких формальностях, господа. Я здесь только для того, чтобы выполнить порученную мне просьбу. Хань Ли махнул рукой в ответ и был весьма доброжелателен к этим двум могущественным культиваторам семьи Сюй. Затем они ненадолго обменялись любезностями, и двое старших повели Хань Ли в огромный зал. После того, как все сели, группа слуги стадии конденсации Ци немедленно предложила всем присутствующим чашки духовного чая. Сюй Цзя сказал: «Из-за нехватки времени моя дочь лишь вкратце рассказала мне о цели вашего визита. Я слышал, что у старшего Ханя есть кое-что, что нужно передать фее ледяной душе или ее потомкам». Верно. В самом деле. Я согласился выполнить это поручение, поскольку я должен кое-кому услугу. Однако я слышал от госпожи Циньюй, что потомки феи ледяной души не ограничиваются только этим ответвлением. Следовательно, мне нужно проверить вашу связь с феей ледяной души, прежде чем я передам предметы, откровенно сказал Хань Ли. Как вы хотите, чтобы мы доказали это вам, старший? Все другие близлежащие семьи знают, что мы — потомки феи ледяной души, сказал Сюйхо, прокашлявшись немного озадаченным тоном. Это не должно быть слишком сложно. Все, что оставлено феей ледяной душой, например, искусство культивации или принадлежащие ей сокровища, будет достаточным доказательством ее связи с семьей Сюй, спокойно ответил Хань Ли.